высоких три сына. Это, по идее, должен быть как юр, то есть это самое, набор книг, который соответствует канону. Только это уже, конечно, не пали канон, то есть язык не пали, это тибетский язык. И, в общем, очень сложный вопрос, что именно в этих книгах. Чаще всего это, кстати, по-нашему слово литургии, то есть ритуальные тексты, которые используются точнее, при проведении ритуалов. То есть это не учение Будды, не философия. То есть это должна быть, но чаще всего это именно ритуалы. Потому что Кагьюр включает в себя много чего. Вот такая вот это самое, такая золотая маленькая ступа, ну понятно, позолоченная. Это обычно это самое, там реликвия какого-то святого. Точнее, святого не в нашем понимании, а какого-то великого ламы, которого здесь признают великим. Значит, судя по вот этим вот танкам старым, это Нигма, то есть принадлежит старой школе Нигмапа. Значит, да, эти самые 7 чаш с водой – это традиционное как бы подношение, то есть самое, как сказать, не примитивное, а основное, проще не придумать. То есть подношение воды. 7, ну, традиционно 7. Тут почему 7? Не, да, вот это, вот, допустим, нижние – это серебряные чаши. То есть кто-то, видимо, потратил денег и сделал серебряные. Да, вот там вот видно плохо, там статуи Будды. Вот эта вот вся стеночка, вот та, это как бы там статуэтки. Да, все вперемешку и... Вот эта вот тема, например, это самое, кто-то там с консортом. Консорт – это по-нашему подруга. Это уже тантра сильно поздняя. То есть это из Индии пришло, и потом, как сказать, тибетцы добавили свой стиль. Но тексты, они из Индии, тексты, на которых это основано. Вот, и эти тексты это 10-11 век, то есть сильно-сильно после Будды, то есть больше 1000 лет.
Вот тоже старый Будда, и он это самое, ну, мудра, то есть жест. А мудрый – это способ передать как бы действие. Вот обычно, ну как у нас, допустим, рисуют, да, вот такое, как сказать, изо рта выходит такой пузырь, и там написано, что человек говорит. Здесь в скульптуре так не сделаешь. Поэтому вместо слов жесты. Жесты, мудро это жесты. И изначально их использовали для того, чтобы передать, какое именно действие совершает Будда или кто-то там еще, Падмасамбхава. А потом уже начали нагромождать. О, это мудро означает то, это мудро означает то. Потом сделали справочник мудр. Он предлагает поставить эту самую. Вот этот совершенно замечательный старый монастырь в Мананге, Манангомпа. То есть он, ну, по крайней мере, вот в таком виде, в котором мы его видим, он, возможно, 50-60 лет стоит. То есть он построен полностью из дерева, никакого железобетона, то есть ни стекла, ничего, то есть все старые материалы. Вот пока мы тут сидим, можно примерно попытаться рассказать, как вообще, то есть что мы здесь видим. История в двух словах примерно такая, что есть легенды, которые говорят, что был некий король, понятно, правитель Тибета, у которого было две жены. Одна из них китайская, одна непальская. И обе они были по мировоззрению уже буддисты. Версия буддизма была, соответственно, непальская, неварская. И версия буддизма тантрическая из Индии. Из Индии, которая потом ушла в Китай. Очень важно понимать, что вот между 8 веком, VI веком, и временем, когда жил Будда, уже 1000 лет. И нет никаких материалов, которые бы нам могли подтвердить, что вот этот вот король и его жены не являются вообще легендой. Такой же легендой, как, я не знаю, там, Илья Муромец и Добрыня Никитич. То есть эти персонажи, они вполне могут быть просто народным фольклором. Об этом говорит тот факт, что тары, то есть воплощения, которые мы называем белой и зеленой тарой, они изначально ассоциировались с женами вот этого вот тибетского правителя, а потом они стали ассоциироваться с слезами Авалокитешвары, но, опять же, сильно-сильно после. Так вот, по легенде, этот тибетский правитель спонсировал и организовывал первые переводы литературы, буддийской литературы с санскрита на вновь созданный тибетский письменный язык. Вот самое главное понимать, что когда тибетцы переводили индийскую литературу, санскрит-литературу на свой тибетский язык, они переводили все подряд без разбора. Тантры, не тантры, кагьюр. У них не было никаких экспертов. А перевод, как любой человек, кто хотя бы раз работал переводчиком, он понимает, что основа перевода – это знание контекста. То есть, не зная, о чем это, перевести корректно практически невозможно. Поэтому в Тибет пришла литература уже
позднего тантрического индийского буддизма, где от буддизма, можно сказать, что оригинального не осталось практически ничего, куда был собран весь народный фольклор, шаманство, эти самые, и все приметы, все, что было на тот момент актуально в Северной Индии, в районе Ганга. Мы даже не говорим про Южную Индию, я про нее не знаю. То есть, неважно, что там говорят эксперты, вот есть пара принципов, что в Тибет переводили не глядя, все подряд, и разница между текстами, которые, возможно, записаны за Буддой, и тем, что было источником перевода, разница 1000 лет. И, я, например, склонен верить, что там практически одна отсебятина. За 1000 лет проза была, трансформирована в... И, да, мало того, она еще впитала в себя все текущие верования и, как они называются, легенды, фольклор. Поэтому вот то, что мы видим, правильно, по крайней мере, с околонаучной точки зрения, называть не буддизм, а ламаизм. То есть это социальная система, выстроенная за последние несколько столетий ламами для собственного, для хорошей жизни. Ламаизм – это не мой термин, это термин был актуален 100 лет назад во время британской экспедиции в Тибет, и этот термин оттуда. Поэтому единственное, что можно вынести из этой мини-лекции, это то, что тибетская традиция – это именно ламаизм, а буддизм – это философия и путь познания себя и реальности вокруг. Все. Да, сегодня у нас очень грустная лекция про то, что почти все, что мы видим вокруг, это обманы и социальные построения. То есть, например, зайдя в любой современный тибетский монастырь, мы попадаем, скажем так, в мир, про который оригинальный исторический Будда Гаутама ничего не знал, не слышал и даже представить себе не мог, что все будет вот так. Будда в первую очередь был обыкновенным аскетиком, то есть, опять же, это не какой-то там героический персонаж, потому что человек, у которого минимум, абсолютный минимум вещей, у которого нету собственности, кроме всего лишь нескольких там роба, чаша. В традиционном буддизме на Шри-Ланке есть список, по-моему, там 5 или 7 вещей, которые может быть у бодхисаттвы, то есть у того, кто хочет быть как Будда. То есть Буддой стать нельзя, потому что Будда, он единственный, неповторимый и вообще самый замечательный. Но можно пройти его же, по его пути, уже за ним. И человек, который избрал пройти этот путь, он называется бодхисаттва и, как сказать, по крайней мере, в ортодоксальном буддизме у него может быть всего лишь несколько предметов в собственности. Вот. А здесь есть люди, специалисты, как они себя считают, которые изучают ту или иную традицию, пишут книги, книг очень много. Мы вам когда даже показывали магазин, в котором несколько квадратных метров стеллажей. Вот. Но
мы не занимаемся вот этими вещами, мы занимаемся фактами и тем, что можно, ну, хотя бы, то, что хотя бы не подлежит сомнению. То есть всякой отсебятиной, всякой сектантством, отсебятиной мы не занимаемся. Человек, который хочет хоть как-то разобраться вот во всем том, что происходит, он должен понимать как минимум несколько принципов. Первый принцип заключается в том, что тексты, слова Будды не были записаны в течение нескольких сотен лет. Они просто не были записаны, тогда не было письменности. И Будда, разумеется, не говорил стихами, он говорил как обычный человек. Тем не менее, многие тексты затем уже рифмовали, потому что рифмованный текст легче передать, запомнить и передать. А самое главное, очень-очень важный момент, что есть рифмованные Упанишады, есть рифмованные тексты в Пали-каноне. Когда текст передается от одного человека к другому в устной форме, от учителя к ученику или от студента от учителя к студенту, рифмованный текст очень трудно изменить. То есть он практически остается неизменяемым. В то время как проза, вот любой может попробовать, одну и ту же историю нельзя рассказать два раза одинаково, потому что сознание будет выстраивать совершенно другие цепочки слов. И ну вот просто попробуйте рассказать одну и ту же историю, любую простую, одними и теми же словами в прозе. У вас не получится. Поэтому важно понимать, что те тексты, которые рифмованы, которые дошли до Цейлона, до Шри-Ланки, на Пали, на языке Пали, они более-менее соответствуют. Почему? Потому что там меньше отсебятины. Вся проза, которую сейчас можно найти, это тупо совершенно пересказ пересказа, перевода и так далее. То есть это абсолютно не канонические тексты, это просто вот то, что удалось найти, и то, что получилось записать. И вот это как бы, ну вот эти принципы, это начало понимания того, что происходит. И, скажем, вот все, что мы видим здесь, так называемый тантрический буддизм, это индийские тексты, написанные где-то примерно там 6, 7, 8, по-моему, все-таки больше 8 век нашей эры. А Будда жил 600 лет до Христа. То есть это означает 1000 с лишним лет, просто разница. Что такое 1000 лет между, как сказать, учителем и учением? Там, скорее всего, не осталось вообще ни одного оригинального слова. Другое дело, что те принципы, которые Будда как учитель передал своим ученикам, архатам, они настолько универсальны, что действительно не очень важно, какими именно словами они изложены. То есть они могут быть изложены, смысл, принципы могут быть изложены, допустим, мною по-русски, ничем не хуже, чем, я не знаю, тибетским учителем на тибетском или взято откуда-то из старого манускрипта на санскрите или пали. Потому что дело не в конкретных словах, а дело в принципах. А понимание принципов освобождает от необходимости запоминать детали. Кстати.